Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, давайте мы с вами поговорим о глобальной, конечно же, глобальном состоянии на рынке, можно так сказать. И глобальной, конечно же, ликвидности на мировом масштабе, потому как все зависит от данной ликвидности. Ну что у нас, биток 1,6%, эфир 5,4%, и я вам неоднократно говорил, что завершение бычьего рынка у нас уже на носу, и тут нужно будет скоро покидать этот рынок. Но фишка в том, что мы не видели еще альт-сезона и эйфории, а бычка у нас уже подходит к своему завершению. В принципе, капитализация рынка небольшая, но даже не достигаем 4 триллиона долларов, и может быть такое, что все у нас состоится за эти 3-4 месяца, и на этом все у нас закончится. Биток 116к, эфир 3900, и мы с вами, в принципе, рассчитывали то, что пик бычьего рынка по биткоину будет в диапазоне 150, 160, 180 тысяч долларов. Посмотрим, понаблюдаем. Если посмотреть глобальную ликвидность, вот у нас желтая линия, то в принципе, у нас биток просто тянется за глобальной ликвидностью. И мы видим то, что глобальная ликвидность идет на свой, конечно же, перехай. Вот мы, если посмотрим недельный график, мы с вами видим то, что здесь у нас будет, по всей видимости, развязка событий. Мы рассматривали это еще в марте 2025 года. Но и тут мы видим то, что глобальная ликвидность потихоньку тянется вверх на свой перехай. Нужно наблюдать за данным графиком. Если мы с вами увидим конкретную коррекцию на данном графике, то стоит, конечно же, задуматься о фиксации позиций. Также нужно рассматривать DXY. И DXY нам тоже подсказывает то, что здесь будет коррекция. Если мы с вами в принципе переживали коррекцию на биткоине, и мы ее высчитали с помощью DXY, в дальнейшем мы тоже можем с вами увидеть коррекцию на биткоине, или даже, конечно же, разворот на медвежий цикл. Открываем дневку. Давайте-ка мы посмотрим еще раз, как у нас все это дело здесь происходило. И мы с вами рассчитали момент коррекции. Тут у нас примерно прошло 99 дней. Так, на DXY мы с вами тоже рассчитывали, когда будет коррекция. Здесь у нас от вершины до вот этого вот разворота прошло у нас, смотрите, 99 дней. Дальше у нас DXY потихоньку начал расти. Мы с вами поняли, что это будет коррекция на биткоине. И тут у нас коррекция на битке буквально 22 дня. Да, 22 дня. И вот эта коррекция на биткоине. 22 дня. Смотрим, вот у нас пик. И прошло у нас здесь ровно 25 дней. Ну, уже, в принципе, если даже 22 дня, то коррекция завершилась, и биток потихоньку начинает восстанавливаться. В дальнейшем, если мы с вами будем полагаться на DXY, потому как у нас есть прямая корреляция DXY с битком, если у нас здесь коррекция закончилась, то в дальнейшем у нас рост биткоина после завершения коррекции может быть еще 50 дней. Давайте мы здесь прикинем на графике битка 50 дней. 50 дней это у нас, допустим, 2 августа. Ну, возьмем вот эту вот красную свечу и отмечаем 50 дней. 50 дней у нас припадает на 24 сентября. Давайте поставим метку. 24 сентября у нас будет 50 дней. До 24 сентября у нас, по всей видимости, может быть небольшой рост по биткоину. Может это будет примерно 10, может это будет 15%, может быть это будет 30-50%, потому как у нас сигнал на кэш-риббансе есть. И в дальнейшем мы видим то, что здесь начинает расти DXY. И по всей видимости это будет то самое начало коррекции по биткоину. А может быть это будет уже и поставлен сам пик бычьего рынка на битке и разворот уже на медвежку. В принципе, нужно будет очень пристально наблюдать за битком. И где-то
вот здесь вот мы с вами сможем увидеть пик бычьего рынка и разворот битка на медвежку. Так что нужно здесь держать руку на пульсе. Если мы с вами увидим такой вот движ на биткоине, не нужно забывать о том, что медвежка неизбежна, и, конечно же, нужно здесь частично фиксировать прибыль. Но мы не видим хорошего разворота по альткоинам. Вот что. Вот это вот загвоздка конкретная. В этом цикле мы видим сильнейший рост биткоина, рост доминации биткоина, и доминация битка ну никак не хочет, собака-дыка, блина, покидать ликвидность из биточка, перетекать в бабло. Что у нас по доминации битка? Давайте-ка мы посмотрим доминацию биткоина. И тут у нас есть уже, в принципе, обновление вроде бы как лоев. Давайте-ка мы посмотрим. Японские свечи включим. Мы подошли к нижней части канала, и все-таки где-то здесь мы можем с вами сделать пробитие данного канала и уйти ниже. Также мы с вами рассмотрим в отдельном видео лонги по эфириуму, потому как просили посмотреть ситуацию лонгов по эфириуму относительно биткоина, эфириума относительно доллара, и посмотреть похожую ситуацию, которая была в 2021 году. Мнение свое я высказывал был в телеге. Кому интересно, телега есть в описании под видео. Подписывайтесь, там иногда свои мысли тоже вылаживаю. Но здесь мы видим хорошее поглощение и формирование медвежьего флага на доминации биткоина. Шикарно, мы видим, просто шикарнейшая доминация идет вниз. Дай бог, чтобы на этом моменте у нас доминация резко начала сюда вниз падать и отработал у нас медвежий флаг. А если будет отрабатывать медвежий флаг, то мы заберем вот этот вот флагшток. И мы можем шлепнуться в диапазон 56% по доминации биткоина. Ну, примерно вот сюда вот, да, вот так вот можем сходить. В какие-то там 38, 20, кто там что рассказывает, эти клоуны, блин, в ютубе, с очень огромным количеством подписчиков, типа там разные блогеры медийные. Не думайте, не гадайте, такого быть не может. Никакие здесь 20 не будет. Нам хотя бы добраться до 57, потом хотя бы добраться до 51, а потом хотя бы добраться до 42. Какие 20? Про какие 20 еще речи быть не может. Мы даже здесь не можем показать никакого движения вниз. А они уже трендят 20, 30, вот здесь мы будем валяться. Вы что, тундун? Криптоэнтузиастики, имейте голову у себя на плечах. Если вы увидите прибыль, и вот здесь вот у нас уже будет домка, это будет первый триггер о том, что нужно где-то здесь что-то частично фиксировать прибыль. Я думаю, что вы просидели 24 год, пол 25 года, и вы видите, какой этот рынок тяжелый. Не витайте в облаках, никакие тут 20, еще за 20 речи нету. Вот, будем наблюдать, мало ли сегодня пятница, и доминация все-таки на этих выходных конкретно посыпется у нас. Но мы видим и так хорошо, что у нас четко отрабатывает медвежий флаг, и не хочется, просто нам уже не хочется ставить новую вершину. Вот это вот мы спустились, и нам просто, ну, не хочется идти сюда выше. Прикиньте, мы опять будем идти сюда выше, и тут у нас уже, конечно же, ну, опять портфель посыпется. Сейчас я вижу, многие, конечно же, начинают шортить эфириум. Пускай себе шортят на здоровье. Но, дай бог, мы всех побреем полным ходом. И все-таки у нас уже будет быстрая отработка этого медвежьего флага. Будем с вами за этим наблюдать. Также нам нужно смотреть за глобальной ликвидностью. Если вдруг уже будет здесь разворот, а ликвидность у нас, график отрабатывает с задержкой на 2 месяца. В принципе, DXY у нас аналогичная отработка идет, на примерно задержка на 2 месяца. Сейчас можно ориентироваться по поводу DXY, то, что у нас будет в ближайшем времени здесь рост. Потом у нас коррекция, распил. Может быть такое, что в этом распиле мы и увидим альт-сезон. В принципе, вот так вот. Ну, рынок пока что радует, но это не те значения, и это не альт-сезон. И его даже не видно на глобальном, конечно же, индикаторе альт-сезона. Да, конечно же, альткоины растут, но это ж не то, которое мы хотим увидеть. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.